Сегодня у меня день натюрморта. В конце ролика я покажу натюрморт, который я написал с самоваром. Я знаю, что многие не любят писать натюрморт, а я таки полюбил. Я просто вспомнил как-то фразу Коровина, что когда он видел цветы, он всегда их покупал. Видимо, это речь о Гурзуфе, о даче, когда он построил дачу и видел цветы, покупал, нес охапки цветов, писал их. Он восхищался цветом. Так и я. Целый день я вчера ставил натюрморт. И так, и эдак, и такой цвет, и другой. Пока не нашел решение, такое постановочное, которое мне интересно сейчас сделать. Я очень люблю писать натюрморты в незнакомых местах, где-то в других студиях, потому что другая обстановка, нужна среда, задний план. Очень многое зависит от среды, в которую погружены эти предметы. Не только то, что там вы расставили, а то, что там будет за. Поэтому не торопитесь прям сразу оголтело писать. Только поставили что-то и все. Нет, лучше подумать, пожить с этим. И так, и просто попробовать разные предметы и среду сочинить. Подпишитесь на канал, если вы еще это не сделали. Ставьте лайки во время эфира, если вы смотрите утром. Будет совершенно замечательно для его развития. YouTube учитывает вот этот момент, когда вы смотрите и ставите мне вспомогательные лайки. Это очень для меня важно. Сергей Старцев: можно совместить картину и бриллианты. Прикрепить бриллианты в картину. Это отличная, гениальная идея. Я давно о ней знаю, как-то мы с Бато об этом беседовали. И он говорил о каком-то парне знакомом, что тот приклеивал то ли прямо на холст, то ли в раму вот какие-то там драгоценные камни. Конечно, это удорожает стоимость, это какая-то находка, так что можете это использовать, хорошая, отличная идея. И бриллиант будет, и картина будет, и стоимость будет. Лариса Изюмченко: водитель трамвая тоже может быть счастливым, конечно, если каждое утро и вечер подвозит милую незнакомку. Их взгляды встречаются, улыбки пересекаются, и целый день уже наполнен, а если вечером, то и ночь, наверное, солнечными зайчиками и веселыми бликами за окном. Есть такая байка или анекдот, я не знаю. Водитель трамвая каждое утро поджидал опаздывающую незнакомку. Она опаздывала. Он поджидал, пока она зайдет в салон, нажимал, двери закрывались, и он ехал. Случилось так, что каким-то утром он, поджидая эту девушку, незнакомку, закрыл двери перед ее носом. Трамвай тронулся. «Не успела», — сказал он. Представляете, настроение этого человека изменилось, и все изменилось. Все в наших руках. И живопись тоже. Неля Гурьева: Вячеслав, однажды, страдая от веселухи в компании, уйдя от компании, я создала просто шедевр. Поздравляю. Написала чудную корову и назвала это произведение «Благополучие». Замечательно. Я под впечатлением, будучи в Швейцарии, в гостях у моей знакомой Виктории, увидел у нее в саду корову, вылепленную скульптуру. Корову разукрашенную, так красиво стоит просто в саду. Я часто, не страдая от веселухи, а наблюдая веселуху, ставил этюдник, ставил холстик и писал, как ребята веселятся. И мне это очень всегда нравилось, потому что есть как стол, какая-то среда, люди, выпивают, расслабленные, есть персонажи. Это очень интересно и всегда меня заводит на тему, чтобы из этого что-то сделать, просто поработать. Так что давайте использовать веселуху или не веселуху для того, чтобы шедевр сделать. Все в наших руках. Александр: Вячеслав, я заметил, что в кассетнике вы не всегда оставляете поля для последующей натяжки холста на подрамке. Я маленькие оставляю, если этюд небольшого размера. Значит, им никогда не суждено быть на подрамнике? Не суждено. Или вы их клеите на картон? Клею. Либо на панель, на пенокартон, на картон. Такой жесткий ДВП подойдет.
оставляя 5 миллиметров, так чтобы живописная вот эта картинка не съедалась вот этими 5-миллиметровыми четвертями, плотницким научным языком скажу, в рамне. И тогда все аккурат по размеру. Но представьте, если совсем маленький этюдик, да, и вы не учитываете эти 5 миллиметров, и еще съест, он вообще там будет коротышкой. Так что, а наклеивать, у меня есть ролик, где я наклеиваю на резиновый клей, на панель, обе стороны промазываю и приклеиваю. Если вы этого никогда не делали, посмотрите этот ролик, и будет все понятно и просто. Андрей, скажите, пожалуйста, как вы пишете этюды во время дождя? Это прекрасное состояние, как сейчас, осень, меланхолия, но не могу найти для себя решение, как писать этюды, когда моросит дождь. Но сколько раз у меня на классах моросил дождь. Класс уплочено, идем работать. Ищем навес и пишем состояние пасмурное. Это ж, понимаете, какая классная штука. Если все работы солнечные, например, но это тоже может наскучить. Каждое утро, нет, ну ладно, вечер. Каждый вечер шампанское. Ну, хотя бы один раз пусть будет, я не знаю, водка. Ну хорошо, вино полусухое, сухое. Почему обязательно только одно, солнечное? Пусть будут разные состояния в ваших работах. Это только обогатит вас, как художника. Зрители увидят, что картины не похожи друг на друга, все разные. Даже если они не купят этот пасмурный дождь, который вы написали, он будет продавать солнечные своим контрастом. Ну а почему меланхолия? Это ж от нас зависит. Ну, конечно, мне тоже не хватает солнца, я признаюсь. Ну и что? Ну, нету солнца. Какая красивая осень за окном, какие цвета. Поезжайте на академичку, пишите в дождь. Красиво, нет сил. Ну, просто во двор, какой-нибудь парк, лесочек, городской пейзаж. Все отражается, это же так красиво. Я помню, была такая большая книжка «Кукрыниксы». И я не помню, кто из них, но там такой красивый серый этюд был. Вот это вот отражение в лужах Москвы, такой дождливый. Волшебно. Я до сих пор помню, хотя прошло уже много времени. Серая краска может быть серебристой, волшебной. Тем более, если вы сочетаете тепло-холод, это вообще супер. Давайте будем приветствовать любую погоду. Серж Тундра. Задам вопрос профана. Да как же цвет неба не попадает в листву, траву и наоборот? А как же рефлексы и влияние цвета окружающих масс в среде друг на друга? Софья пишет. Каждый предмет имеет свой цвет, поэтому рефлекс на нем от окружающих его других предметов будет суммироваться, смешиваться с его цветом. Серж Тундра отвечает, естественно. Так как же обойтись без краски из противоположной массы? Абсолютно правильно. Но тут еще вот какая штука. Смотрите, материальность, ну, я не знаю, небо, да? Вода, ну, речка. Это разные стихии. Вода и небо, воздух. Не бывает так, что ультрамарин там и ультрамарин здесь. Смотрите, если холодное все, какой тюбик сюда подходит больше к воде и какой к небу. Тем более растяжки еще есть. Ну, там я не знаю, от кобальта в зеленоватость, в оранжеватость, в желтоватость и так далее. Смотрите, ловите это. Я всегда говорю только об одном. Если разная материальность, другой тюбик. Простая вообще вот схема. Камень, один тюбик, я не знаю, лицо, другой тюбик. Хотя они оба теплые. А то, что влияние предметов друг на друга, это, конечно, все мы понимаем, и все суммируется. Да, просто разные тюбики. Татьяна Мартыненко. Тут хорошие слова про то, что Вячеслав поднимает дух. Прекрасно слышно. Очень хочу к вам на пленэр. Теперь, видимо, только весной. Нет, не весной.
Мы работаем на академичке. Я собираю группу, уже записалось 7 человек, с 19 по 23 января. Так что пишите мне в WhatsApp, включайтесь в группу. Я вас добавлю в чат и будем там решать все вопросы организационные. Место намоленное со времен Репина. Туда приезжают художники со всей страны. И сейчас ко мне уже приезжают со многих далеких мест. Одна знакомая приезжает из Новосибирска каждый Новый год. И там проводит его в работе. Как красиво. Но мы соберемся после Нового года, после праздников. Очень многие художники любят писать зимние пейзажи. А почему, как вы думаете? Добавляется еще один цвет. Белый. Понятно, что все нежно. Но его ведь сейчас нет осенью. А тут он появляется. И все это только обогащает нашу палитру и возможности. Тональные отношения, такие тонкие, цветовые вообще. Кстати, хочу вам показать, вот посмотрите, у меня есть урок зимнего пейзажа. Думаю, что он вам пригодится, чтобы подготовиться к предстоящей зиме. Она уже скоро. 42-й урок я записывал на академичке, академические дачи имени Репина. Зимний мотив. Мягкая зима он называется. Писать зимой – это всегда удовольствие. Тем более, когда действительно легкий морозец. Там градуса 3, 4, 5. И самая большая награда, когда солнечный день. Нам повезло. Я проводил класс на академичке и записал этот урок. Мотив простой. Дело потихонечку к вечеру. Состояние такое, когда в небе появляется желтизна, и найти отношение неба к лучу солнца на снегу, сравнить тональные отношения снега в тени, в полутени с небом, в светлых его местах и в таких в полутеневых местах, задача не из легких. Вроде бы просто. Деревья на заднем плане, деревья на переднем, домик Репина. О том, как ведется работа, как выстраивать эти отношения, этот урок. Как не впасть в детали, как обобщать, как мыслить целостно. Я думаю, что он будет вам полезен. 42-й урок. Мягкая зима.